Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика будет вещи, о которых люди жалеют после приобретения дома, недвижимости, квартиры, в частности, в Испании. Кстати, дорогие друзья, прежде чем я начну рассказывать про эту интересную тему, не забудьте поставить свои лайки, подписаться на наш канал, кто еще не подписан, ну и, соответственно, писать свои комментарии. Опыт вашей жизни, переезда или приобретения недвижимости, это тоже будет интересно, поскольку у нас сегодня такая тема. Ну, а почему? Рекомендуйте нас друзьям. Почему нужно ставить лайки, или мы просим ставить лайки, да, и писать комментарии. Это помогает нашему каналу продвигаться, это видео увидит больше людей, соответственно, польза будет не только вам, кто уже подписан, но и другим людям, они будут иметь возможность посмотреть наши полезные ролики. А если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что здесь мы рассказываем о жизни в Испании. Абсолютно разные моменты и абсолютно непроплаченные ролики. Ну, первое. Наверное, самое важное, может быть, одно из важных, это местоположение. Не все учитывается при покупке дома или квартиры, не все факторы учитываются, особенно если эта покупка делается дистанционно. Мы уже говорили, что я бы не рекомендовала дистанционно приобретать никакое жилье именно из-за того, что ошибки делаются в выборе локации. Вот местоположение, локация, удаленность от школ, от различных аэропортов, станций, прочей инфраструктуры, больниц, я не знаю, магазинов, да, каких-то ресторанов. Ну, то есть то, что нужно при первой необходимости. Вот иногда с местоположением получается не то, как вам показали на картинке, не то, что вы себе надумали, представили там. Иногда люди ошибаются с местоположением, очень часто об этом пишут и говорят, и в частности затапливание домов. Иногда приобретается жилье именно в тех локациях, где часто бывают затопы. И это определить вот так по картинке невозможно. Для этого, дорогие друзья, нужно приехать, посмотреть эту локацию, посмотреть, поспрашивать других людей, которые здесь живут, какую-то информацию накопать, что-то где-то как-то по косвенным признакам. Один из таких признаков – это плесень. Вот если вы чувствуете сырость, какую-то такой запах, как в подвале где-то там, я не знаю, в погребе, то это может быть плесень. Плесень, она вызывает аллергию, она не очень полезна для организма, поэтому те места, очень часто, которые затапливаются, это видно своим глазом, они бывают закрашены, замылены, но все равно это можно определить. Во всяком случае, можно спросить даже у людей, которые там живут, либо приехать именно в дождливый период, посмотреть, нет ли там потоков воды, не затапливаются ли там гаражи, подвалы и прочее, прочее. То есть местоположение – это первое, что бывает, разочаровывает людей. Неправильно выбранная локация, это очень важно. Второе, что может людей разочаровать, и что действительно разочаровывает, и нам недавно тоже писали это скрытые расходы. То есть недооценка тех налогов, которые включены при покупке недвижимости. Да, сейчас, вот на данный момент, в 2023 году, мы знаем, что при покупке недвижимости нужно еще прибавлять 10%. Плюс гербовый сбор, плюс еще что-то. То есть налог при покупке недвижимости. Затем надо за эту недвижимость тоже оплатить налог. То есть вам риэлторы должны объяснить четко, какие налоги, какие дополнительные расходы еще связаны, там, нотариальные и так далее, связаны с приобретением недвижимости, что вам еще придется оплачивать. Вот все это, бывает, люди недооценивают. Также коммунальные услуги, размер коммунальных услуг, обслуживание дома. То есть если это у вас частный домик, то, соответственно, там могут быть какие-то больше траты более весомые для обслуживания дома. Это может быть различные, да, канализационные там очистки, это может быть вынос мусора, это может быть подстрижка ваших газонов, уход за садом, чистка бассейна и так далее. То есть клининг дома, ну то есть те расходы, которые будут у вас дополнительные. Узнайте об этом заранее, чтобы потом не разочаровываться, поскольку в общих урбанизациях это все раскидывается на количество квартир, естественно, да. Чем больше урбанизация, тем... Но если у нас там 5, допустим, бассейнов, то нам придется больше платить за эти бассейны, больше будет коммуналка. Иногда это, знаете, квартиры в гольф-полях. Они могут продаваться сейчас не сильно дорого, но зато придется платить коммуналку, насколько я знаю, чуть выше, да, потому что там есть территория, за которой нужно обслуживать, которую нужно обслуживать. И, естественно, это ложится на плечи тех людей, которые приобретают там недвижимость.
Поэтому второе – это вот эти скрытые расходы, налоги, коммунальные платежи, уход за территорией, может быть, что-то еще. Поэтому обязательно уточняйте это до момента подписания договора, до момента приобретения недвижимости. Что еще будет входить в ваши траты? Говорим на опыте, который мы встречали здесь. Если не на своем, то на опыте тех людей, которые либо нам знакомые рассказывали, либо знакомые знакомых, либо нам что-то писали наши подписчики. Поэтому третье – это может быть необходимость ремонта или модернизации, особенно если вы приобрели дом уже с историей, то есть это не или квартиру с историей, или апартаменты с историей, то есть это не совсем новое жилье, это жилье уже, как говорится, с пробегом, поэтому придется вложиться. И иногда люди не подозревают размеры вот этих вложений. Это не просто бывает косметический ремонт, иногда требуется что-то более серьезное, и что-то согласовывать, и что-то хотят перепроектировать, это тоже требуется проект и согласование, это деньги и время. И, конечно же, вот этот момент тоже нужно учитывать на стадии подготовки, покупки жилья, дома и так далее. Если это старый домик, и его нужно модернизировать, модернизация может быть совершенно разная. Это, как мне Алексей только что подсказал, энергоэффективность дома, да, где и теплоизоляция, коллектор, свет, в общем, много разных параметров. Я думаю, что Алексей в следующем ролике подробно вам все расскажет. Вот. Либо это может быть также канализационные разные водоотведения. То есть я думаю, что, ну, если домик старый с историей, вы понимаете, что технологические процессы изменяются в мире, в Испании в частности, появляется много нового, люди хотят, люди фантазируют себе в голове, но когда касаются цен, проекта, согласования, и они ужасаются, неужели такие большие цены? Вот, дорогие друзья, поэтому к этому будьте готовы, если вы приобретаете жилье с историей, смотрите за его состоянием, пункт первый, и местоположение, второе. И третье, это вот как раз, сейчас мы третье говорим о том, что если старое жилье бывает, требует модернизации, ремонта, соответственно, вложений. Пункт уже получается у меня четвертый, да, соседи и окружающая среда. То есть иногда люди приобретают жилье, казалось бы, им все нравится, жилье хорошее, квартира хорошая, но не устраивают какие-то шумные соседи или что-то еще. То есть вот такое. Плюс шум, например, рядом с торговым центром, как выяснилось, не все любят шум или не все любят шумную дорогу, какие-то трассы рядом, допустим, проходят. То есть я имею в виду сейчас не локацию, а окружение, то окружение, которое человек получает, приобретая недвижимость, особенно если человек не смотрел, а приобретал дистанционно, либо кто-то порекомендовал, и получается, что либо в процессе жизни человек даже посмотрел, его все устроило, торговый центр рядом, дорога, все, но оказалось, что шумный район, шумные соседи, рядом кафешки, допустим, там вечером шумят, что-то еще, какие-то вот такие скрытые, либо поля, которые удобряют органическими удобрениями, но вы знаете, что бывают дожди, все это дело расплывается, и появляется такой специфический, органический, пусть даже не химический, не вредный, но запах. Не все его переносят. Вот. Здесь есть поля, поскольку вот наша вот эта юго-восточная часть, это аграрная часть Испании. Здесь много полей, цитрусовых и так далее, которые удобряют органическими, в том числе удобрениями. Плюс всегда я говорила, что если вы покупаете в каком-то крупном городе супер дешевое жилье, поинтересуйтесь, посмотрите своими глазами, быть может, это неблагополучный район, и тогда будет уже даже страшновато ходить вечерами по улицам, и может быть что-то такое. То есть неблагополучные, шумные соседи, и вот та самая страшная тема с оккупантами может быть угрозой вашего жилья, если вы, ну, уж совсем дешево, в совсем плохом районе купили и будете куда-то уезжать. Не знаю, а вот тут было бы уже, наверное, немножко страшно за свое жилье. Ну и вообще как-то небезопасно жить, наверное, в таких районах. Поэтому вот это тоже может быть. Люди покупают, приезжают, живут, смотрят и пытаются продать тоже дешевле. В общем, такие истории мы тоже слышали и видели на просторах интернета. Вы, наверное, тоже. Так что вот это еще один важный фактор. Следующий пункт, по-моему, пятый, это изоляция от различных удобств и услуг. Ну, он как-то так перекликается с первым пунктом, с местоположением, то есть с локацией. Но я хочу так вот немножко еще как-то так другой гранью вот это местоположение немножко рассмотреть. Бывает, люди хотят куда-то удаленно, в горы, знаете, приезжают летом или в какой-то период цветения там миндаля, едут в горы, покупают домик, что-то такое где-то там наверху горы, вот, красивые виды открываются издалека на море, что-то, ну, в этом роде. Да, и потом оказывается, что далеко
без машины, если вдруг, далеко до магазина, далеко до пляжа, вообще очень далеко до госпиталя. А вы знаете, что с нами со всеми может что-то случиться, не дай бог всем здоровья, да, но тем не менее, иногда же бывают какие-то случаи, когда надо заболел, обратиться в госпиталь. Вот бывает удаленность от госпиталя, от аптек, от магазинов, от еще прочих центров инфраструктуры, или даже просто сломался автомобиль, на такси не наездишься, оно здесь дорогое, поэтому ходить пешком куда-то под горку все время тоже, в ближайший какой-то магазин, тоже не вариант. Поэтому тоже бывают у людей такие разочарования иногда. Это именно удаленность от различных объектов инфраструктуры, непродуманность заранее. Вот. И вот на это тоже обращайте внимание, готовы ли вы к этому, планируете, во всяком случае, если вы покупаете где-то удаленно, что у вас будут там средства передвижения, и точно вы будете добираться. Следующий пункт, следующая вещь, с которой люди иногда сталкиваются и удивляются сильно, расстраиваются, недоумевают, это недостаточное планирование финансов. То есть человек знает, вот квартира стоит, например, 100 тысяч, знает про налог 10 тысяч, да, 10%, имеет эту сумму, скажет, потом как-нибудь там и так далее, но выясняется, что надо еще заплатить за то, нужно еще там что-то сделать, какой-то ремонтик в этой квартире, выкинуть старую мебель, купить новую, или в новую квартиру, или в новый дом купить еще новую мебель, оборудовать, там бытовая техника, что-то недоделано посадить в саду, какие-то вещи. То есть всплывают те моменты, которые были человеком не запланированы. Когда вы приобретаете жилье, сделайте себе такой маленький бизнес-планчик финансовый, да, финансовое планирование на дом или на квартиру, что нужно, сколько это еще потребуется денег для этого, сколько нужно будет налог платить ежегодный. То есть какие траты могут всплыть у меня из этого жилья. Да. Смотрите, пунктик следующая вещь, которая расстраивает иногда людей, или там как бы разочаровывает, да, люди начинают продавать эту недвижимость свою. Это либо куплено очень маленькое жилье, заранее не просчитанное, либо наоборот большое. То есть маленькое жилье не учли, что семья растет, или там дети растут, или что-то покупали на отдых, оказалось, хотим жить постоянно. Или там приедет кто-то из родителей, есть животные какие-то, то есть не учли, вот купили что-то маленькое, разочаровались. Либо наоборот большое, 3 этажа, лестницы, дети выросли, отселились, захотели жить в университете, в общежитии, да, родители такие сидят, это надо мыть, убирать, ходить туда-сюда, большое жилье, к чему оно, начинают выставлять на продажу. Дом, если он уже с годами, он дешевеет. Кстати, вот имейте в виду, нам знакомый риэлтор уже давно говорила, что дети растут, заботы по дому они есть, траты, соответственно, клининг, уборка, чистка бассейна, сада и так далее. А родителям уже двоим большой дом не нужен, поэтому как бы и смысла нет. То есть это тоже надо взвешивать. Если вы действительно там большой семьей переезжаете, просчитали, сколько вам нужно жилья, сколько вам нужно комнат и так далее. То есть вот этот пункт, он тоже есть, такой встречался у людей. Либо маленькое жилье, либо большое жилье. Тоже начинают либо то, либо другое продавать. Вот так. Следующее, что еще встречается, это проблемы с управлением вашим домом, вашей недвижимостью. Во-первых, найти того, кто будет управлять. Как правило, риэлторы предлагают свои услуги там по управлению домом, но тут либо ресурсов каких-то не хватает, то есть либо финансовых ресурсов, потому что это, естественно, стоит денег. Многие придумывают в этом смысле, чтобы смотреть за домом, да, не просто там видеонаблюдение сейчас, а новые уже давно темы, это умные дома, которые все, то есть вы дистанционно можете видеть. Это вещь хорошая, работает, конечно, она стоит тоже капиталовложений, но они стоят того, окупаются, вот. Поэтому, кстати, по этим вопросам тоже можете обращаться в нашу компанию SolarLine. Вы увидите все ссылочки в описании и в первом закрепленном сообщении под этим роликом. Вы тоже можете обращаться к нам по этим вопросам. Мы вам порекомендуем умный дом, что туда входит, расскажем, покажем. Это действительно тоже является
хорошей вещью по контролю вашего дома, если вы не живете здесь, купили либо как инвестицию, либо вы хотите сдавать, но в любом случае он у вас, допустим, сейчас стоит, вы не живете, и на отдых приезжаете время от времени, хотите знать, все ли там в порядке, как расходуется там электроэнергия, да, на какие-то очистка бассейна происходит или полив садика, что у вас функционирует, что нет. Вот, да, вода не течет, нет прорывов никаких, то есть с этим вам поможет умный дом. Но если вы сдаете в аренду, да, то есть кто-то должен заниматься клинингом, вот эти тоже расходы. Если вы приобретаете как инвестиционное жилье, квартиру или домик, вы должны закладывать туда еще управление, клининг, вот эти траты, которые могут быть по реинновации жилья. Ну, в общем, вот этот тоже пунктик не всегда все учитывают. Дорогие друзья, это я вам перечислила те вещи, которые расстраивают людей, которые купили уже готовое жилье, квартиру, недвижимость или апартаменты. Вероятно, есть еще какие-то моменты, которые расстраивают. Пишите в комментариях, если вы знаете об этом. Алексей мне верно подсказал, что есть люди, которые хотят приобрести не готовое уже жилье, а купить либо участок со старым домиком, перестроить, сделать реинновацию, построить свой собственный по своему проекту, либо просто приобрести кусочек земли и там построить по проекту дом. То есть там тоже, соответственно, нужен проект, согласование, и вот это тоже требует больших капиталовложений. То есть там уже вы себе сами вольны надумать все, что вы хотите за ваши средства. Вы можете там сделать себе бассейн олимпийского размера, вы можете установить солнечные панели. Обращайтесь в нашу компанию SolarLine, мы обязательно вам поможем, спроектируем, подберем, подскажем, расскажем, как это сделать оптимально, эффективно, качественно, не экономя ни на материалах, ни на сборке, ни на монтаже, что очень важно. Если это сделано качественно, профессионалами и не экономя на самых важных моментах, на которых, ну, бывают экономят, да, там на каких-то, казалось бы, шариках, болтиках, там, гаечках, крепежах, на этом экономить нельзя. Мы вам расскажем, как это сделать, чтобы это было и эффективно, и оптимально для вас, и не переплачивать, и в то же время, чтобы это работало максимально выгодно для вас. Если вас интересует эта тема, обращайтесь в нашу компанию SolarLine. Все, еще раз повторюсь, все контакты будут в описании и в первом закрепленном сообщении. Обязательно предложим вам варианты, спроектируем. И еще один момент, кстати, сейчас вспомнила, это ипотека. Тоже очень важный момент, потому что некоторые люди берут ипотеку и не рассчитывают, как ее выплатить. Ситуации меняются в жизни, и могут быть такие ситуации складываться, что ипотека будет уже не под силу. То есть вот такие тоже моменты были. И как-то надо планировать свои финансы, чтобы все-таки справиться с этим, либо как-то вот так. Так что обращайте на это внимание. Ну, дорогие друзья, на сегодня это все. Надеюсь, этот ролик вам полезен и интересен. Обязательно лайки, вы знаете, комментарии. И рекомендуйте нас друзьям. Кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно в следующих роликах мы вам расскажем и о солнечных панелях, о тепловых насосах, про умный дом. Ответим на ваши интересные вопросы, которые вы нам часто задаете. Обязательно расскажем все, расскажем, чем мы занимаемся. Ну и, наверное, до новых встреч. Адьос, амигос. Пока-пока. Увидимся вновь на нашем канале. Пока-пока.